Древний Египет во время правления фараона Джосера оказался в центре значительных политических и культурных преобразований. Джосер, пятый фараон третьей династии, известен прежде всего благодаря своему вкладу в архитектуру и развитие государства. Джосер был сыном Хасихемуи и царицы Немаатап, и его считают основателем Старого царства эпохи, длившейся примерно с 2680 по 2180 годов до нашей эры. Что Джосер подчинил себе много местного населения Синайского полуострова, так как отправлял туда военные экспедиции. Во время правления Джосера завершился процесс переноса власти в северную столицу. Под его руководством была построена знаменитая ступенчатая пирамида в Саккаре, которая явилась первой каменной пирамидой в истории человечества, и там же он был похоронен в конце своего пути. Эта структура представляла собой не только мастерство древнеегипетской архитектуры, но и важный символ власти и могущества. Ступенчатая пирамида послужила основой для дальнейших пирамид, в том числе и для более совершенной прямой пирамиды, построенной в последующие века. Джосер был новатором и стремился не только укрепить свое правление, но и внедрить реформы в управление и религию. Он активно способствовал культу бога Тутанхамона и ввел особое почитание бога Солнца Ра, что отразилось на архитектурной и скульптурной традициях того времени. Под его властью были созданы грандиозные храмы, в том числе храм в Саккаре, который стал местом поклонения народу. Интересный факт: в период правления Джосера был разработан один из первых примеров письменности – иероглифы. Эти символы не только служили средством записи, но и имели глубокое символическое значение. Архитектура этой эпохи стала важной составляющей культурного наследия Древнего Египта. К сожалению, правление Джосера не обошлось без сложностей. Его времена были омрачены внутренними конфликтами и борьбой за власть, что привело к нестабильности в регионе. Тем не менее, наследие Джосера продолжает жить в истории, олицетворяя собой прогресс и величие Древнего Египта. Другой важный аспект правления Джосера – это его вклад в развитие административной системы и управления ресурсами. Он усилил центральную власть, что позволило более эффективно контролировать территорию и обеспечивать стабильность в стране. Джосер разместил губернаторов в различных областях, что помогало управлять налогами и распределением продовольствия. Это было особенно важно в условиях, когда урожай мог варьироваться в зависимости от климатических условий. Поддерживая развитие сельского хозяйства, Джосер инициировал проекты по ирригации, улучшая системы орошения и обеспечивая население необходимыми ресурсами. Его внимание к сельскому хозяйству способствовало повышению уровня жизни граждан и укреплению экономики, что являлось важным аспектом его политики. В дополнение к строительству пирамид и храмов, Джосер объявил о необходимости сохранения знаний и традиций. Он стал покровителем писцов и мудрецов, что способствовало развитию литературы и науки. Этот период стал временем, когда накапливались знания о медицине, астрономии и математике, что также сыграло значительную роль в развитии Древнего Египта. Джосер также широко использовал искусство для укрепления своего имиджа и связи с божественным. Его статуи и рельефы, изображающие его в различных аспектах, демонстрировали божественное происхождение и дела, которые он совершал ради своего народа. Это искусство не только служило украшением, но и имело глубокое религиозное значение, укрепляя веру в его божественную миссию. После смерти Джосера его наследие продолжало оказывать влияние на будущие фараоны. Многие из его идей и реформ были адаптированы и развиты его потомками, что способствовало укреплению централизованного государства. Джосер, как историческая фигура, остается символом развития цивилизации и прогресса в Древнем Египте, а его достижения продолжали вдохновлять будущие поколения правителей. Наследие Джосера также включало династические реформы, которые укрепили правление фараонов и увеличили их легитимность. Он активно внедрял принципы административного управления, которые позволяли более эффективно собирать налоги и распределять ресурсы. Это создало более надежную и устойчивую экономическую структуру, что способствовало развитию торговли и увеличению богатства страны. Кроме того, Джосер активно поддерживал строительство архитектурных памятников не только для собственных нужд, но и для системы охраны и защиты, что позволяло противостоять внешним угрозам. Защита торговых путей и ресурсов была важной частью его стратегии, что увеличивало значение Египта как центра торговли в древнем мире. Общество того времени также претерпело изменения.
При Джосере начало развиваться сословие жрецов и чиновников, которые управляли странами и выполняли религиозные обряды. Это способствовало формированию более сложной социальной структуры и определяло роль различных слоев общества в управлении страной. Джосер также является важной фигурой в истории древнеегипетской религии. Он пропагандировал идеи единого Бога, что стало основой для будущих религиозных реформ в Египте. Его наследие не ограничивается только культурными и архитектурными достижениями, но и духовными преобразованиями, которые оказали влияние на всю последующую историю региона. Таким образом, Джосер остается одной из самых значимых фигур Древнего Египта. Его правление ознаменовало собой период реформ и достижений, которые значительно повлияли на развитие египетской цивилизации и заложили основы для будущих культурных и политических изменений. Джосер, правивший в Третьей династии, стал символом перехода от неолитического общества к более сложной и организованной цивилизации. Его эпоха известна не только строительством знаменитой ступенчатой пирамиды в Саакаре, но и формированием основ центральной власти в Египте. Эта пирамида, являясь первой каменной структурой такого рода, стала не только гробницей, но и отражением политической стабильности и культурного процветания. Во время правления Джосера значительно улучшилась система управления. Он учредил должности, которые позволяли более свободно управлять различными регионами страны, что помогало осуществлять более эффективное налогообложение и контроль за ресурсами. Это способствовало созданию мощной административной системы, способной регулировать экономические процессы и поддерживать высокие стандарты жизни. Кроме того, Джосер активно развивал торговлю с соседними народами, что привело к развитию новых технологий и культурных обменов. Контакты с другими цивилизациями обогатили египетские ремесла и искусство, а также способствовали расширению влияния Египта в регионе. Его время также ознаменовалось изменениями в религиозной жизни. Джосер был известен своим уважением к религиозным традициям и поддержкой жречества, что укрепило его поддержку среди населения. Он акцентировал внимание на культовых практиках и ритуалах, которые укрепляли связь общества с божествами и придавали его правлению божественное одобрение. Значение Джосера не ограничивается его правлением. Его наследие продолжало жить в умах и сердцах египтян, вдохновляя будущие поколения фараонов. Архитектурные достижения, административные реформы и духовные традиции, положенные им в основу, начали формировать уникальную египетскую идентичность, которая прославилась на протяжении тысячелетий. Таким образом, правление Джосера стало поворотным моментом в истории Древнего Египта, проложив путь к дальнейшему развитию этой величественной цивилизации и установлению ее значимости в мировой истории. Правление Джосера стало основой для дальнейших достижений египетской цивилизации. После его смерти наследники продолжили развивать его начинания, в том числе и архитектурные. Постепенно строились новые пирамиды и храмы, привнося в культуру элементы, которые закрепили имидж Египта как центра величия и мощи. Египетские фараоны, следуя примеру Джосера, начали строить свои гробницы в форме пирамид, что в дальнейшем стало символом целой эпохи, известной как эпоха пирамид. Эти сооружения не только служили местом упокоения правителей, но и отражали общественную структуру, религиозные верования и инженерные достижения. Пирамиды в Гизе, возведенные позже, были прямым продолжением той строительной традиции, которая была заложена во время правления Джосера. В области религии и философии также произошли изменения. Поддержка со стороны Джосера жрецов способствовала укреплению поклонения единому Богу, который ассоциировался с Солнцем и считался верховной божественной силой. Эта тенденция привела к идеологической интеграции, которая оказала влияние на политику и общественные ценности. Социальная структура Египта усилилась благодаря реформам, направленным на сокращение разрыва между различными классами. Развитие сельского хозяйства и торговли, инициированное Джосером, обеспечивало крестьян ресурсами и защитой, что способствовало укреплению социальной стабильности. Поддержка мастеровых и торговцев создала экономическую основу, обеспечивающую процветание. Наследие Джосера также прославилось благодаря его художественным достижениям. Шедевры архитектуры, скульптуры и живописи, созданные в это время, стали знаковыми для всего Египта и оказали влияние на искусство будущих эпох. Эти произведения искусства служили не только религиозными или политическими символами, но и инструментами для передачи знаний и истории. Таким образом, правление Джосера представляет собой кульминацию изменений и достижений, которые определили дальнейший путь Древнего Египта.
Его влияние ощущалось многими поколениями, формируя культурные, экономические и религиозные основы будущих фараонов и оставляя неизгладимый след в истории цивилизации. Правление Джосера стало ключевым моментом в истории Древнего Египта, подтверждая важность интеграции различных аспектов жизни общества. Его наследие распространялось не только на архитектуру и искусство, но и на другие области, например, на администрирование и управление. Во время правления Джосера была внедрена система управления, которая основывалась на более строгом контроле над регионами и ресурсами. Это способствовало централизации власти, что позволяло фараону более эффективно реагировать на вызовы, такие как наводнение Нила, эпидемии или внешние угрозы. К созданию более прозрачной и организованной бюрократии была привлечена образованная элита, что способствовало росту грамотности и развитию научных знаний. Это не только улучшило администрирование, но и положительно сказалось на уровне жизни населения. Джосер также способствовал развитию медицины и науки. Его правление стало временем накопления медицинских знаний, что способствовало формированию первых медицинских текстов и практик. Жрецы, отвечающие за здоровье и благосостояние людей, начали систематизировать знания о лечебных травах и методах, что впоследствии легло в основу египетской медицины. Одной из наиболее значительных особенностей правления Джосера было его внимание к образованию и культуре. Научные школы начали формироваться для подготовки новых жрецов, администраторов и специалистов. Исследования в области астрономии, математики и геометрии стали базой для строительных и инженерных достижений, таких как пирамиды и храмы, которые могли выдерживать испытания временем. Эти аспекты также способствовали развитию календаря, что дало египтянам возможность планировать сельскохозяйственные циклы с учетом сезонов. Джосер стал символом перехода от племенной организации к высокоразвитой цивилизации, обладающей сложной структурой и интерактивными связями между различными слоями общества. Его правление стало фундаментом для будущих династий, заложив основы для культурного и политического развития страны на многие века вперед. В заключение следует отметить, что Джосер оставил значимое наследие, которое по сей день вызывает интерес и восхищение. Его заслуги в строительстве, управлении, медицине и культуре делают его одной из наиболее выдающихся фигур в истории Древнего Египта, и его пирамиды продолжают привлекать внимание туристов и исследователей со всего мира. Дальнейшие достижения правления Джосера оказали значительное влияние на организацию общественной жизни в Древнем Египте. Под его руководством укрепились административные структуры, что стало основой для централизованного управления. Создание новых чиновничьих постов и систем учета позволило повышать эффективность управления государственными ресурсами, что в свою очередь способствовало более сбалансированному распределению продовольствия и других товаров. Экономическое развитие также играло важную роль в период правления Джосера. Прочные связи с соседними государствами, активная торговля и расширение сельскохозяйственных угодий способствовали насыщению рынков и укреплению экономики. Приоритет был отдан сельскому хозяйству, основанному на разливе Нила, что сделало Египет одним из самых плодовитых регионов своего времени. Это обеспечивало стабильность и изобилие, необходимые для поддержания растущего населения. Культурные достижения также достигли новых вершин. Архитектура, скульптура и живопись оформлялись в уникальные стили, которые продолжали развиваться на протяжении веков. Применение технологий, таких как использование колонн и арок в стройке, оказало влияние на архитектурные практики будущих династий. В этот период были заложены основы для создания храмов, величественных и символических, которые служили местами поклонения и централизованного управления религией. Религиозные практики также стали более разнообразными. Увеличение числа храмов, возведенных в честь различных богов, и активное участие в ритуалах жрецов усилили влияние религии на повседневную жизнь людей. Джосер способствовал укреплению культа личности фараона, который воспринимался не только как правитель, но и как божественное существо, что усиливало его власть и обеспечивало поддержку со стороны народа. Наследие Джосера продолжает вдохновлять современных ученых и археологов. Его пирамиды и другие памятники были объектом многочисленных исследовательских проектов, что позволяет глубже понять культуру, общественную организацию и достижения Древнего Египта. Правление Джосера стало основой для всемирно известной цивилизации, чьи достижения остаются значимыми и в наши дни, подтверждая его роль как одного из величайших фараонов Египта. Всем спасибо за просмотр, комментарии и лайки. А кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, далее будет еще много интересного. Всем удачи, пока.